до конца, Бэт Папич. Атомный кулак. Это безумие. Возможно ли пройти Atomic Heart без оружия? Таким вопросом я задался, когда начал запросто уничтожать врагов с помощью лучшего оружия в игре. Ссылка на ролик «Почему оно имба» сверху. В своем первом прохождении я выкинул оружие только на Октавиусе, прошел его и близняшек на максимальной сложности. Но я решил пойти дальше и кинуть вызов не только себе, но и другим игрокам. Я запустил хэштег «Атомный кулак» из ролика сверху. В том ролике я кинул вам вызов и поведал основные условия челленджа. Единственное, я забыл упомянуть, что нам желательно играть на максимальной сложности. Из-за моей не очень большой популярности ролик не очень распространился. Но мы идем дальше, и в этом видео будут подробности для тех, кто все-таки решился принять челлендж. В начале игры нам сразу же выдают топор, который мы, к сожалению, не можем выкинуть. Нам придется с ним походить некоторое время, но убивать с него мы никого не будем. До Вавилова мы просто пробегаем врагов, но у нас образовывается небольшая проблемка. Мы никого не можем бить, а нам говорят зачистить холл. И мы заходим вот сюда вот, где должен сработать скрипт, но он не срабатывает, то есть пол не ломается. Я думал, все, это конец прохождения, но нет. Вернувшись обратно к двери, вот этой вот, скрипт начал срабатывать, и пол сломался. Скрипт сработал, я гений, смотри, прикинь. Что-то не так. Правда, похоже, что разработчики не учитывали Вовчиков в этой сцене, но так даже прикольнее выглядит. Но затем мы встречаем его, первого босса. Для кого-то он стал последним. Но так как мы не можем его убить топором, просто кидаем в него разные предметики. Нужно по максимуму зажимать. И все, они наносят чуть-чуть урончика, в принципе этого будет достаточно. Кстати, сложность максимальная, не забываем, но даже на ней урон приличненький. И это выглядит достаточно прикольно. Наконец, после встречи с Элеонорой мы можем выложить наш топор, или просто разобрать его. Если кто не знает, для того чтобы получить кулаки, вам нужно выложить все оружие. Кстати, после получения нашего первого скилла нам становится гораздо проще играть. Ну а после него я вкачиваю полимерный щит. С ним можно одновременно бить и при этом не получать урона. Кстати, не забывайте использовать электрошок в дальнем бою. Кстати, от врагов в некоторых случаях выгоднее будет просто убежать, чем что-то с ними там драться. Вот такой инвентарь у человека, который проходит игру кулаками. В игре есть один моментик, благо к нему мы уже прокачиваем телекинез и способность ронять телекинезом врагов, что значительно облегчает нам жизнь в этом моменте. В общем, тут нужно заряжать вэхами вот эти вот штуки, это делать достаточно долго и так далее. И тут на нас налетают пчелы, которые легко роняются телекинезичем, правда на очень маленьком расстоянии, в общем локация душноватая. И да, наши кулаки не страшны даже пчелам, так что придется немного попотеть. Тем не менее, урон у них есть. Самый сложный босс в игре. Это будет отдельным пунктом нашего видео. Итак, на каких-то боссах, которых вы не можете пройти, самая обязательная вещь — это адреналин. Он дает нам реген хп, а также очень быстрый КД рывка. В игре есть 3 босс-файта, которые запомнились мне как сложные. Самый легкий среди них был Беляш, я прошел его с 3 попыток. Во время битвы с ними я активно общался с чатиком, а также в последней попытке я уже не использовал аптечки, если не считать адреналин. Его сложность заключается в том, что у него тупо много хп. Самый первый плющ, которого мы встречаем, это второй по сложности босс в игре. Это из-за того, что наши скиллы еще недостаточно вкачаны для него, но если их очень правильно распределить, то его можно одолеть. На него я потратил около 7 попыток. Кстати, не забывайте использовать расходники на боссах по типу водки, сгущенки и того же адреналина. И если они, конечно, у вас есть, потому что их скрафтить нельзя, ну кроме адреналина. И переходим к третьему, немного секретному боссу в игре, который самый сложный по моему мнению. Во время квеста Кровавый Курьер мы можем согреть сразу 3 плющей одновременно. Этого босса, который не босс, я вовсе и не убивал. Но если бы я это делал, это было бы очень долго, даже учитывая мою прокачку на тот момент. Давайте подведем итоги. Вначале нам придется немного потерпеть, но когда мы получаем доступ к открытому миру, у нас также появляется возможность бесконечно фармить металлы. Делать это, конечно же, далеко не обязательно, ведь нам хватит всего лишь парочки скиллов, таких как реген хп со щита, а также телекинез, который может поднимать вверх тяжелых противников. Вот и все, осталось лишь применить немного своего скилла. На боссах мы, конечно же, бьем кулаками, используем щит, когда бьем кулаками, а также телекинез, который поднимает даже тяжелых противников и наносит им значительный дэмэдж по нашим кулачным меркам. Помните, игра достаточно легкая, поэтому удачи вам. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями, ведь просмотров у него немного. Смотри один из 2 вот этих видосов, всех люблю.